Привет, привет. Дела нормально. Все как обычно. Настроение такое меланхоличное, можно так сказать. Не скажу, что прям депрессивное, но такое, короче. Что-то меня прям повеяло слушать песни этот Cry of Fear саундтреки. Как-нибудь хочу потом в эту игру поиграть. А у тебя как дела, как настроение? 15-я часть финалки скачивается. Долго, конечно. Через 13 часов скачается. Привет, привет, YouTube на Ютубе. Сейчас, наверное, скоро появится сообщение в чате. Пока что, наверное, загрузка. Streamlabs опять. Не успевает загружаться. Привет, привет, привет. Как дела, как настроение? Дела и настроение тоже хорошо. Ну, это хорошо. Все отлично. Все окей. Это не окей, это очко. А у меня такое меланхоличное настроение сегодня. Слушать песни Cry of Fear или Silent Hill. И страдать. Что делали? Меня наконец-таки разбанили с этого Строва, поэтому на Трова теперь можно будет тоже смотреть. Ну, те, кто смотрел. Ой. Так, звука нету. Ой, что-то слишком пошло этот. Такое. Сегодня с утра сдавал документы для работы. И как, кстати? Ты же на собеседование, да, ходил? Или это в Энели он ходил, я уже запуталась. Проигрывала в Valorant 2 раза луз, один в самом низу таблицы. Не катит что-то. О, ты не горишь, надеюсь? Я в такие игры сразу быстро как-то гореть начинаю, и все, и выключаю потом. Да ну нафиг. Пу-пу-пу-пу. Так, что у меня битрейт скачет. Хотя нормально все должно быть. Так, поставлю так. Я уже свое отгорела, скорее недовольна собой. Не потому что не убиваю, а потому что игнорирую усталость.
Этот, как его? В этот Хонкай, короче, я думаю, еще раз потом поиграть. В принципе, мне понравилось. Меня еще там знакомый спрашивал, когда снова будет стрим по этой игре. Ой. Почему-то все на Европе играют. Он мне сказал: ты на Европе, что ли? Я говорю: да. Ой, ты на Азии, что ли? Я говорю: да, на Азии. Он такой: поэтому я тебя, типа, добавить в друзья не могу. Я такая: ну да. Ну, мне, говорю, на Азии удобнее, потому что там пинг меньше. Мужики! А как же Леон? Не, ну Леон-то это не обсуждается, это прям, как его, зафиксировано, и все, и никак никуда не уйдет. С Леоном никто не сравнится. Это святое, да. А эти, которые там мужики, это так просто увлечение. С Леоном никто не сравнится. Я, кстати, думаете, знаете, что сделать? Снять 3-ю часть Resident 4, потом там в конце видео, ну или в начале видео сказать, типа, если вы хотите пройти если вы хотите стрим по этой игре, типа, ставьте лайк. Или что, или не надо так говорить, просто уже на стриме уже, думаю, может вообще просто пройти и все, и потом уже все, выйти с этого аккаунта и все, и начать играть уже дальше уже на своем аккаунте, потому что я уже не могу. Да, я не могу уже. Я хочу играть в фазмофобию. Ой, в Хогвартс. Фазмофобию. О, YouTube появился. Вот, найс. Проснулся. Ну вот, теперь в Ютубе сообщения будут видны. Я же говорю, он медленно просыпается. Поэтому те, кто там написал, я уже видела сообщения, но вот так вот бывает иногда. Да, надо, а то, что смотрят и не лайкают. Вот. И... Короче, на стриме допройти уже это и закончить нафиг, потому что я так еще не знаю, сколько я так буду играть. 1 000 000 лет еще буду так играть. Просто одеться на стриме, вот. Что-то я сижу как-то вот так в стороне. Где-то там. Ой. Одеться, короче, адой и играть на стриме вот так вот. Посмотреть, народ прибавится, не прибавится на стриме. И я еще подумала только на Твиче пройти эту игру. На Ютубе потом просто выложить запись стрима. На Трово не стримить, на Твиче только, короче. Или, может, можно на Трово еще, на Трово и на Твич, короче, записать это все и потом выложить на YouTube как запись стримов. Вот. Кстати, вчера поставила крупную ставку на катку КС баллами и могу теперь Prime получить. Вот думаю, взять деньгами и купить скин в Valorant. Прикольно. Я помню это. Знакомый, короче, там у него попался этот нож какой-то там прям такой редкий. И стоил он где-то 130 тысяч, что ли. Короче, такой вот он куш сорвал. Так, опять там идет страшная музыка. Или не страшная.
Интересно, Silent Hill можно включить? Музыку? Или нельзя? Ну вот скажи, если хотите резик с косплеем на Твиче, проявите активность. Ну вот, я думаю, третью часть снять и сказать там, в начале лучше скажу, потому что до конца навряд ли кто смотрит. Типа, если вы хотите продолжение, то тогда подписывайтесь на мой Twitch канал, и я там буду в прямом эфире проходить эту игру уже до конца. Вот. Не хотите, не надо. Сами пройдем, как обычно мы в такой маленькой своей компании. Я говорю поэтому всем, типа, подписываться и смотреть на Твиче. Потому что, ну, мне удобнее просто так. Мне неудобно на 3 платформах. Туруруру, привет, енот. Что-то вчера ты так резко пропал, и еще этот пропал. Винелион тоже резко как-то так. А нет, он потом появился. Он потом пришел. Как-то вы так резко все пропадаете. Отваливаетесь. Ну вот, в общем, сегодня будем проходить Portal 2. Я рада, что нашла тебя, нас объединила Френдбоу. Мне приятно это читать. Потом когда-нибудь, если выйдет ремейк, пройдем ремейк Silent Hill 2. Да, уснул что-то резко, в утробе жестком. Я, кстати, видел, кто-то в Телеграме отписался вчера. Да, я тоже видела, но я не заметила, кто именно это сделал. Ну, наверное, те, кто когда-то тогда еще на меня подписывались, и они, может быть, увидели, что я что-то выкладываю, что на их взгляд, наверное, уже не подходит им, что подходило тогда в начале. Поэтому они, скорее всего, решили больше не связывать свою жизнь со мной. Вот, и отписались. Но я не знаю, кто это именно. Но самые главные люди для меня, которые всегда постоянно на моих стримах, то вы тут, я вас вижу всех. Я вот главное боюсь за тех, кто от меня потом из вас кто-то отпишется. Это будет очень обидно, конечно. Как, например, вот Данил, который тоже, он был в начале, как вот Эллен. Только я не помню, кто первый появился, Эллен или Данил. Может быть, Данил, наверное. Ну вот. И он недавно от меня вот отписался, я не знаю почему. Из-за чего. Может быть, ему уже не нравится мой, наверное, сегодняшний контент. Поэтому он решил отписаться. А может быть, я себя как-то уже не так веду, как ему, наверное, хотелось бы. Как вот он меня тогда увидел первый раз, подписался, был активным. Потом что-то пропал куда-то, но он говорил, что он учится. Ну ладно, думала, окей. И все. Писал пару раз в чате, там в Телеграме что-то. Приходил вроде... даже на трансляции, кажется, перестал потом приходить. И все. И... Ну, так и все. Я могу отписаться только если меня задавит беда с башкой. И то подпишусь потом снова. Беда с башкой. Ну, у нас у всех беды с башкой. Я тоже от некоторых летсплееров, там, ютуберов тоже иногда все время отписывалась, потом снова подписывалась. Ну, они-то, в принципе, об этом не знали, а я-то знаю, потому что у меня мало аудитории, маленькая, точнее. Ну вот, я же говорю, теперь показываются сообщения на ютубе. Я, кстати, вчера был удивлен, то, что ты узнала, что я из Москвы в хорошем смысле.
Ну да, я просто рада тому, то, что меня смотрят люди с Центральной России. Все-таки меня смотрят с Центральной России, ура! Но я знаю, что здесь есть человек, который сейчас в чате сидит, и он смотрит вот меня с Якутии, с Якутска. Вот. Но я сейчас не в Якутске. Я сейчас в другом городе, и говорить, в каком я не буду. А то некоторые еще вдруг там начнут сталкерить или еще что-нибудь, мало ли людей разных, люди разные бывают в другом культурном городе. Ну, типа культурном. Хорошо знать, что тебя смотрят не только локально. Да. Поэтому я же подстраиваюсь в основном под Центральную Россию. Ну, по времени имею в виду. Новосиб, наверное. Не. Ты чё? Чумачич. Якутск круто. Ну да, я ничего не говорю про Якутск плохого. Якутск, это да, это круто. Я там жила 8 лет почти. Просто до этого тоже были индивидуумы, которые были с моего города, ну, с Якутска, там, вот, с Якутии, там. И они были, ну, не очень себя хорошо вели. Ну, наверное, помните, да? Ну, Эллен точно помнит, о ком я говорю. Вот он был вот с моего города. И он не очень себя хорошо вел. Еще богиней меня считал. Совсем уже какой-то это. Это тот сам или кто-то другой? Нет, это кто-то другой. Ты не застал то время. Это было давно. Наверное, может, в январе было. Не помню. Вот. Давайте я вам расскажу, с чего все началось. Началось все с Дискорда. Я просто не знала, что в Дискорде, оказывается, можно делать типа как группу свою, ну, сервер, сообщество. И он туда подписался. Ну, я всех приглашаю туда сейчас подписываться. Просто до этого я тоже предлагала подписываться. Это было как, знаете, как вот Дискорд, который тебе друг дает такой, вот, подпишись сюда, вот, там будем потом играть. Окей, ладно, все, он подписался. Никто там долгое время ничего не писал. И вот он решил потом что-то написать, начал активничать. Ну, окей, ладно, все, там начали это. Это было 200 подписчиков назад. Да, да. Кстати, да. Вот. И вот, там про что-то начал... он предложил, типа, стать спонсором для конкурса. Конкурс, типа, состоял в том, что вот вы подписываетесь, и, ну, будет розыгрыш, короче, там, такой-то игры. И вот он хотел проспонсировать эту игру, чтобы потом, если кто-то там победит, он эту игру этому человеку, типа, купит, короче. Вот. Ну, я подумала, ну, ладно, давай. Но я, конечно, не рассчитывала, прям не надеялась, потому что я уже знала, что что-то пойдет не так. Вот. И потом этот человек, короче, начал приглашать своих друзей в Дискорд. А я вообще их не знала. Ну, имеется в виду, они были не моими подписчиками. Просто так, ну, короче, приводил вот так вот людей. Чисто его, короче, какая-то компашка была, вот. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Ну, типа того, да. Саша Плей, привет. Привет, привет. Вот, и он начал звать своих друзей,
Типа, и они там что-то начали о чем-то разговаривать, там о чем-то своем. Ну, я такая думала, ну ладно, окей, общайтесь. И потом разговор пошел о хоррорах. Типа, я сказала, что я вот играю только в основном хорроры, хоррор-игры, и там вот из его какой-то там друг такой сказал, типа, а чем Тарков не хоррор? Ну, я такая подумала, ну, все, короче, началось. Вот это вот опять хи-хи-ха-ха. О, смотрите, уведомление вышло. А что делаете? Ну, пока я рассказываю свою историю, вот, историю одного там человека, который повел себя не очень красиво, ну, по моему мнению, не очень красиво, вот. Потом пойдем играть в Portal 2. На фоне, если что, играют саундтреки из Cryo Fear, вот, если кому интересно. Так вот, короче, продолжаю. И вот, и они там начали о своей вот этой, ну, короче, а давайте в Doors. Что такое Doors? Пожалуйста, поподробнее, что такое Doors. Ну вот, и они начали про эту свою игру говорить, а мне, и вот, если честно, мне эта игра не очень, ну, мягко так сказать, не нравится вот этот Тарков. Мне еще просто что не понравилось, то, что эти люди не были на меня подписаны, как бы. Они, ну, на моем сервере в Дискорде. И он подумал, что я какая-то там королева, то ли царица, что вот, мы там на твоем этом сервере сидим, и мы должны только о тебе, что ли, говорить? Ты что, наши интересы не должна учитывать? Ну, ладно, типа, общаетесь, окей. Я потом уже только подумала, ну, может быть, да, может быть, надо было, типа, как-то их так, ну, оставить, завести там отдельный канал, там флудилка, вот это все, да, флуд, где они там флудят. Но это уже я потом поняла, что можно, оказывается, в Дискорде делать там сообщество, группу, а мне-то никто не сказал, что можно, оказывается, так сделать. Вот. Ну и чё? Ну, чисто как чел, который играл в Тарков, я понял его шутку, но контингент не тот подошел в Дискорде, походу. Да. Они своей какой-то атмосфере просто зашли на какой-то Дискорд, на Дискорд какой-то сервер, типа, это так просто как площадка такая, знаете, там для встреч там всяких этих разных это. Что такое? Уведомления так поздно приходят. Вот, и потом он зашел ко мне на стрим и начал писать, вот, почему ты вот так вот, почему тебе не интересны наши интересы, типа такого. Потом он сказал, что вот, я тебя там богиней считал, теперь нет. Короче, какая-то херня была. И он еще везде на меня там подписался, в Инстаграме, короче, везде, А потом я его везде заблокировала, чтобы все не видеть уже этого человека. Потом я уже создала нормальный Дискорд-сервер, вот. Кстати, подписывайтесь на него, кто не подписан. Сейчас я скину ссылку, загрузится Дискорд. Вот, теперь-то я все поняла, что, оказывается, прежде чем, создавать сервер, особенно когда ты ведешь, свой канал, не просто так, да, там, типа, для друзьяшек, там, все такое, там, ля-ля-ля, там, будем сидеть, играть, пукать, там, свои эти игрушки и будем что-то обсуждать. Когда ты ведешь, свой канал, и ты даешь этот сервер, свой Дискорд, там, чтобы вы там тоже общались, играли, все такое.
И, оказывается, надо было создать, типа, какую-то там группу, сообщество. Ну, я просто не знала, это вот как обычно, типа, ты же делаешь группу в Дискорде, и все, и там тебе, типа, какие-то левые, короче, челики какие-то добавляются со всего этого, и все, и вы там, типа, общаетесь, флудите, вот. Но я потом подумала, может, реально, вот, пусть они, ладно, пусть они бы там флудили, да, и все такое. Пусть, господи, подписывались бы там вот на этот Дискорд-сервер, господи, ладно, пусть они на меня бы не подписывались, ладно, пусть они там общаются. Я потом уже только об этом подумала. Но то, что вот там дальше пошло, это, конечно, было обидно. То, что вот началось вот это, почему ты там наши интересы тебе не интересны. Так, вот кидаю ссылочку. Закрепить надо. Вот, все. Кому интересно, подписывайтесь. Ну там уже это... Никто что-то не флудит. Все это... молчат. Хотя я бы хотела, чтобы там это... Тоже люди между собой разговаривали, там, общались, играли между собой, потому что я эти каналы тоже не просто так завела, там, типа флудилка, основной чат, игровой зал, кинозал даже. Я думала, мы там будем смотреть фильмы, все такое. Но пока там тишина, вот. Сори, у меня Дискорд не поддерживается. Ну, это печально, конечно, что не поддерживается. Ну, у кого-то поддерживается, поэтому кто-то добавится. Те, у кого не поддерживается, то как-нибудь кинчик я бы глянул. Можно, да, но в Дискорде не знаю уже. Я уже думаю в этом запускать на Бусти. Вот, на Дискорде уже не знаю, как там. Я думала на Бусти потом посмотреть. На Твиче нельзя определенные фильмы. Хотя мы в тот раз смотрели «Остров проклятых». «Остров проклятых» был на Ютубе. И вот мы тогда смотрели, и ничего, нормально все было. Но это, наверное, какие-то определенные там фильмы есть, которые можно смотреть. Но какие-то все-таки нельзя, там правообладатели и все такое. Так, все, наверное, выключаем. И идем в игру. Не знаю, что именно нельзя. Помню, пиратов смотрели спокойно, ребята, на стриме. Пиратов Карибского моря, типа. Как относишься к подсказкам? Да, если честно, не очень отношусь. Но если я где-то там застряну, я спрашиваю у вас, если что, вдруг. У Ютуба просто странный алгоритм. Ну, кстати, да. Там еще, кстати, все удивлялись, типа, «Остров проклятых» на Ютубе. Как его еще не заблокировали? И там все писали, типа, смотрите, пока не забанили. Так, я, наверное, этот Final Fantasy пока остановлю. На паузу поставлю, чтобы она не занимала гигабайт. Я вчера слишком много подсказывала. Сегодня буду молчать, если что. Нет, на самом деле нет, нормально все было. Ты так в относительной мере все подсказывала. Не слишком много, не слишком мало, средненько. Ну все, пойдемте. Хватит уже болтать. Что-то заболтались совсем. Запускаю. На-на-на-на. Кстати, я когда первый раз видела эту заставку,
Еще когда в детстве. Она меня очень сильно напугала. Потому что этот мужик, он же все время сидит неподвижно. А тут он, короче, двигался. И меня в детстве это так напугало, вы просто не представляете. То он тут всегда не движется, такой как статуя, а тут он такую голову поворачивает. Ужас просто. Топ-100 этих аниме. Аниме-хорроров. Так, немножко, наверное, потише сделаем. Звуки редактора, субтитры. Субтитры надо или нет? Ну, там русская озвучка. Совместная еще игра есть. Ничего себе. А это на какой платформе, на каком движке делалось? Тоже на Half-Life? Доброе утро. Вы находились в консервации 50 дней. Все испытуемые в Центре продолжительной консервации должны регулярно пробуждаться и выполнять упражнения для поддержания физического и умственного здоровья. Блин, опять чувствительность. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, посмотрите на потолок. Поставь сабы, потому что там в паре фраз звук пропадает. А, да? Так, что-то громковато, да, слишком? Что он сказал сделать? Уф. Блин, эти старые игры. Ностальгия. Хорошо. Вы услышите сигнал. Когда вы услышите сигнал, посмотрите вниз на пол. Хорошо. На этом заканчивается гимнастическая часть упражнений для поддержания физического и умственного здоровья. На стене рядом висит картина. Пожалуйста, встаньте перед ней. Это предмет искусства. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, внимательно посмотрите на картину. Теперь вы ощущаете духовное обновление. Если созерцание картины не принесло должного интеллектуального удовлетворения, прослушайте отрывок музыкального произведения. Старые не игры, а мы... Хорошо. Теперь, пожалуйста, вернитесь в постель. Как? Села такая на корточке. Доброе утро. Вы находились в консервации 9999. Это сообщение зачитывается с целью уведомить вас, что все Эй, испытуемые есть должны кто-нибудь? немедленно покинуть центр развития. Ей! Если испытуемый Нифига себе, немедленно звук не выйдет 3D. из Ты состояния откроешь дверь? консервации. О мой бог! Блин. Ты выглядишь хорошо. Хорошо выглядишь. Ты в порядке? У тебя все... Не отвечай. Я уверен, что ты в норме. У тебя куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Пожалуйста, приготовьтесь к экстренной эвакуации. Спокойно, спокойно. Он сказал, приготовьтесь. Просто приготовьтесь. Все в порядке, хорошо? Не двигайся. Я вытащу нас отсюда. О, может, ты захочешь за что-то держаться? Очень советую. На твое усмотрение. В смысле за что-то держаться? Ты в порядке? Ты меня слышишь? Эй! Ты в порядке? Большинство испытуемых через несколько месяцев в консервации демонстрируют признаки помрачения Нет, рассудка. я играю первый раз. Мы вчера играли в Portal первый. Тоже первый раз играла. Но я слышала об этой игре, но никогда не смотрела прохождений, никогда не как-то не интересовалась шибко, прям так это.
Вот. Вчера мы попробовали первый раз, ну я. И сегодня вот пробую первый раз вторую часть. Ты находишься тут гораздо дольше. И нельзя исключать, что у тебя может быть незначительное, серьезное повреждение мозга. Не стоит тревожиться. Хотя если возникнет чувство тревоги, не нужно с ним бороться. Это нормальная реакция на сообщение, что у тебя поврежден мозг. Ты понимаешь, что я говорю? Понимаешь смысл? Ответь. Просто скажи «да». Как сказать «да»? А, прыгни. Так, ты прыгала. Неясно зачем. Неважно, скажи яблоко. Яблоко. Знаешь что, уже достаточно близко. Просто держись рядом. Все средства обеспечения безопасности реактора отключены. Пожалуйста, приготовьтесь к взрыву реактора. Ладно, не хотел говорить тебе, но придется. У нас тут серьезные неприятности. Как ты там? Держишься? Резервное питание кончилось, и, конечно же, центр консервации больше не будет этих чертовых испытуемых. Подожди, это немного сложно. И, конечно же, мне никто ничего не сказал. Ну зачем информировать меня о жизненно важных функциях 10 тысяч чертовых испытуемых, за которых я отвечаю? О, уже близко. Тебе видно? Я пролезу. Места хватит? Ах, ведь надо как-то пройти. Так, надо сосредоточиться. И чья это будет вина, когда руководство спустится сюда и найдет 10 тысяч чертовых овощей? А, видишь, я ударился. Так, слушай, нам надо договориться, понимаешь, чтобы ответы были одинаковые. Если кто-нибудь спросит... Не-не-не, никто не спросит, ты не волнуйся. Но если кто-нибудь спросит, скажи, что последний раз, когда ты проверяла, все были более-менее живы. Хорошо? Не мертвы. Мы почти на месте. За стеной находятся старые испытательные камеры. И там есть всякое оборудование, которое нам пригодится, если мы хотим отсюда выбраться. Думаю, там док-станция. Готова? Нет. Хорошие новости. Это не док-станция. Так что одним неизвестным меньше. Я постараюсь взять управление на себя. Возможно, это слишком технически звучит. Соберись с духом. Мы почти на месте. Помни, что тебе нужна такая пушка, которая делает отверстия. Не пулевые отверстия, а... Ну, ты разберешься. Давай, Порталы. соберись с духом. А это уже новая девушка, да? Или та же? Вот мы и на месте. Буду с тобой честен. Ты не в лучшей форме, чтобы управляться с необходимым устройством. Но, по крайней мере, ты хорошо прыгаешь. Этого не отнять. Поэтому прыгай. Буду ждать тебя впереди. Ну ладно. То, что надо. Удачи! Мы рады снова приветствовать вас в Центре развития. В настоящее время мы испытываем трудности в связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля. Однако тесты будут продолжаться. Вы будете получать инструкции и моральную поддержку посредством заранее записанных сообщений, чтобы наука продолжала двигаться вперед, даже в случае природных, социальных или экономических катастроф. Испытания в критической ситуации начнутся после открытия портала. Открытие портала 3, 2, 1. О, точно. Опять то же самое, только уже это... Все по-другому уже, как-то заросло все. Какой-то апокалипсис. Что-то я хотела сказать. Мне почему-то вот эта игра, не знаю почему, она вообще никак не связана, но она почему-то мне напомнила Postal. Прикольно так. Вроде вчера играли.
все равно удивляюсь так этой механике. Испытание с кубами и кнопками представляет огромную важность для науки даже в условиях чрезвычайной ситуации. Если именно эксперименты с кубами и кнопками привели к чрезвычайной ситуации, не волнуйтесь. Вероятность, что это повторится, ничтожна. Уже лифт, уже какой-то другой. Если вы чувствуете, что по вашей шее течет жидкость, немедленно лягте на спину, расслабьтесь и помассируйте виски. Это редкая реакция на поле антиэкспроприации, когда разрываются проходы в ушных раковинах в вашей голове. А это уже новый какой-то робот, да? Типа, там же была женщина, а здесь мужик, да, уже? И женщину мы же уничтожили, а тут какой-то мужик появился. Так. Нам нужен куб. Ну, знаешь. Уже не следит. Отлично. В связи с техническими проблемами в настоящий момент мы не можем контролировать условия проведения испытания. Прежде чем вернуться в камеру консервации по завершении испытаний, пожалуйста, потратьте немного времени, чтобы записать результаты экспериментов. Сотрудник лаборатории разбудит вас для интервью, когда общество возродится. Блин, эти загрузки. У вас нет такого чувства, как будто вы находитесь сейчас у друга, и он играет игру, Если в и вы настоящее время смотрите, Земля как он находится под играет. властью царя зверей, разумного облака или иного руководящего органа, который отказывается или не способен прислушаться голосу рассудка, Что такое леопардовое скоромище? Эй, у тебя получилось! На той подставке должно быть портальное устройство. Оу! Блять! Эй! Ты видишь портальную пушку? Ты жива? Да, это важно. Надо было сразу спросить. Ты знаешь, что я собираюсь делать? Я буду действовать из предположения, что ты жива, и буду ждать тебя впереди. Подожду 1 час, а потом вернусь, и если найду твое мертвое тело, похороню тебя. Правильно? Отлично. Мы команда! Увидимся через час. Надеюсь, если ты не мертва. Именно эта атмосфера, мне интересно смотреть за твоими реакциями. Всегда, когда смотрю стримы. Я помню, как я к подруге пришла. Нам было поскольку по 11, может, лет. Она играла в этот... ей подарили на день рождения Гарри Поттера. И мы думали, что это игра Гарри Поттера. А это знаете, какая была игра? Там еще, главное, на диске были типа фрагменты фильма из 2-й, кажется, части. Мы включили, думали, сейчас установим, как поиграем. Включили, а там Шрек 2. Вот это был скам. Лол, кек. Но мы поиграли в этот Шрек 2 нормально так. Мне даже самой потом понравилось, и я уже тоже захотела эту игру. Мы потом все сидели, играли. Еще в детстве казалось очень сложной. Ну, эта игра Шрек вот этот. Так. Нам типа надо наверх, да?
Ой, а я ж... А я... Надо же сначала вот так. Пиратские диски, прекрасно. Графика здесь получше. Ну да, вторая все-таки часть, продолжение. Ну, в принципе, и в первой нормально было. Даже вот смотреть, сколько этой игре лет, да, ну, первой части игры. Она вообще по сравнению с сейчас играми нормально так выглядит. Для испытаний необходим длительный контакт со смертоносными боевыми андроидами. Заверяем вас, что все боевые андроиды были обучены чтению и получили 1 экземпляр законов робототехники для передачи друг другу. Самое главное, я считаю, в игре не графика, а сюжет, атмосфера, вот, музыкальные композиции, там, типа прыгнуть не сможет, да? По-моему, игры Valve хорошо старятся из-за фототекстур. Наверное. Source хороший движок. Так, я пока не могу пускать. Теперь можно сделать вот так. Хорошо, если вы чувствуете, что смертоносный боевой андроид не уважает ваши права, оговоренные в законах робототехники, пожалуйста, отметьте это в специальном формуляре. В будущем сотрудник лаборатории, ответственный за компенсацию, обязательно рассмотрит вашу жалобу. Собрались такие все после школы к другу, короче, и сидим. Все такие столпились тут сзади, сидят. Как прикольно, какая графика. Следующее испытание очень опасно. Чтобы помочь вам сохранить хладнокровие перед лицом неизбежной смерти, на счет 3 вы услышите успокаивающую джазовую музыку. 1, 2, 3. Ладно. Короче, это все то же самое, да? Потрясающе. Так как данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха с нашей стороны носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты. Ой. Да? Ой. А чё наверху? Unreason. Чё это? Код Шрёдингера, что ли? Тут столько различий. Если что, проси помощи, я эту игру прошел. Я проходила раза 3, жаль, не могу сыграть в кооп. Матвей, только не подсказывай без просьбы. У нас пополнение в отряде. У нас пополнение в нашем этом маленькой нашей комнатке, где мы собрались после школы у друга и смотрим, как играет друг. Вы, короче, представьте, что вы все сзади меня, короче, сидите и смотрите. Если центр развития подвергается бомбардировке огненными шарами, метеоритами и другими объектами из космоса, избегайте выходить на незащищенные территории, если отсутствие укрытия не является частью испытания. Что тут?
А. 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 О. Ой. А. Так. Ой, тут что-то другое совсем. Зачем бы нам всем ходить в школу, но вот отпустим этот вопрос. Да, мы, короче, все в школу не пошли, прогуливаем, сидим, смотрим Портал. Чего? А, кубик. Кубик упал, да? Ага. Тут опять надо прыгать. Тут нельзя, оказывается. Так, ну вот сюда, я так думаю, падать лучше не стоит. А как взять этот кубик? А, точно. Иногда это так очевидно бывает, но ты просто не замечаешь этого. А если я отпущу, оно упадет, наверное. А, можно. Первая игра, ради которой я прогулял школу, был симулятор рыбалки. Что-то так тогда затянуло, 4 класс был. Ничего себе. А это что? What the hell? Ага. Да блин. Так, ладно, сначала надо так сделать. Прикольно. Забавно, после того дня в симуляторы рыбалки не играл. Даже в тот самый не продолжал. А в этой... Скорно. Центр развития напоминает, что хотя ситуация может казаться безрадостной, вы не одиноки. Личностные конструкции лаборатории продолжат работать и в постапокалиптических условиях. Ну, я хочу сама разбираться. А то все время подсказывать тоже неинтересно. Если я прям буду там, не знаю, на час там сидеть тупить, то тогда можно подсказать. Приятно наблюдать, как человек на ходу разбирается, что да как. Следующий тест демонстрирует Не инерцию разбирается, а тупит. при проходе через портал. Если законы физики в вашем будущем больше не действуют, да поможет вам Бог. Вау! А, так нельзя. Так, ладно. What the hell? Тут куда больше механик, пусть разбирается. Так, что у нас? Ага, это на. Так. Только не падай. А я так не смогу, да? Туда. А, нет, могу. Ой. А! Блин. Не получилось, ладно.
Если вы не являетесь сотрудником лаборатории и случайно обнаружили этот комплекс в развалинах цивилизации, запомните, испытание — это будущее, и оно начинается с вас. Да, сначала тупит, а потом доходит до решения. В процессе обучения без начального тупняка никак. Когда у тебя ДР? 18 мая. Скоро вот, буквально. Я не знаю, что мы будем на 18 мая делать, но я планирую начать чуть раньше трансляцию, вот, и сидеть, короче, пукать, тупить, вот. Так. Вот это еще прикольно, когда тебя всяко разно туда-сюда. Непонятно. Так, вон туда надо, да? Так, окей, ладно. Мне же туда надо. Так, а как сюда попасть? Точно, сейчас. Что это? Я думала, разбить надо. Кого? Опять прыгать. Так, ладно. Да блин, не получилось сейчас. Еще раз. Лично творец будущего. Однако, если вы стары, недоразвиты или страдаете от увечья или радиации в такой степени, что будущее не должно начинаться с вас, вернитесь в свое примитивное племя и пришлите кого-нибудь более подходящего для тестов. Ради снабжения энергии основных тестовых протоколов все средства безопасности были отключены. Центр развития уважает ваше право выражать озабоченность в связи с проводимой политикой. Эй! Эй! Я тут! О, супер! Ты нашла портальную пушку! Это прекрасная иллюстрация, что люди с повреждениями мозга в конечном итоге настоящий герой, правда? Какая храбрость! Открой портал в стене за мной и переходи на другую сторону. Окей, слушай, да, я тебе кое-что скажу. Это очень важно. Мне говорили, никогда не отсоединяться от направляющих рельс. Или я умру. Но у нас нет вариантов. Так что, пожалуйста, приготовься меня поймать на тот случай, если я не умру, когда отсоединюсь. На счет 3. Готово? 1, 2, 3. Высоко, слишком высоко, правда ведь? Это... Знаешь, если на счет 3, то ты слишком долго сомневаешься. Давай на раз. Готово? 1. Лови! Ау! Ой. Ой. Я не умер. Я не умер! Я думала, прыгать надо. Подключи меня к той штуке на стене, хорошо? Я тебе кое-что покажу. Ты будешь потрясена. Да, я не могу, когда ты смотришь. Не, серьезно, я не шучу. Ну, отвернись на секундочку. Хорошо, теперь можешь повернуться. Пам! Тайная панель. Это я открыл, пока ты стоял, отвернувшись. Поднимем и вперед. Посмотри, теперь нам не надо следовать по рельсу. Ух, как это здорово. Мы можем идти куда захотим. Стоп, серьезно, куда нам идти? Подожди, да, я сориентируюсь. Ну, надо идти вдоль рельса.
Не поймаешь, триггера нет. О, нет. Да, здравствуйте, мы просто проходим. Старайся не встречаться взглядом. Нет, спасибо, у нас все прекрасно. Проходим, проходим. Блин, эти загрузки между уровнями. Наверное, сейчас самое время ввести тебя в курс дела. Чтобы выбраться, нужно пройти через ее камеру. А скорее всего, она нас убьет, если она не спит. Если ты Кто хочешь она? все прекратить, мы можем остаться здесь. Навсегда. Это вариант. Вариант А. Сидеть здесь и ничего не делать. Вариант Б. Войти внутрь. И если она жива, скорее всего, она нас убьет. Хорошо, открываю карты. Я не хочу этого делать. Я не хочу туда заходить. Не надо, не входи туда. Она выключена. Отставить панику, она выключена. О, это она. Знала бы ты, какая она была противная. Честно, прямо маньяк. И ты знаешь, кто ее Хрена прикончил? себе тут как Кто всё с ней изменилось. расправился в итоге? Ты не поверишь. Человек. Я знаю, я бы тоже не поверил. Похоже, этот человек сбежал, и никто его больше не видел. Это я. Потом долгое время вообще Это была я. ничего не происходило. А теперь вот мы с тобой убегаем. В общих чертах это и есть вся история. Теперь ты в курсе. Ничего не трогай. Вниз по лестнице. Прыгай! Хотя, если присмотреться, тут немалое расстояние. Знаешь что? Давай прыгай. У тебя на ногах есть эти рессоры, но на руках... Удержала! Ты меня удержала чудесно! Ты держала крепко. Мы в порядке. Это здорово. Головой же стукнула. Извини, я посмотрел вниз. Не советую этого делать. Я опять посмотрел. Где? Это главная пультовая. Ищи переключатель для спасательной капсулы, хорошо? Больше ничего не трогай. Так, ничего не трогаем, ни на что не смотрим. Нет, смотреть тебе надо, чтобы найти спасательную капсулу, но как только ты на что-то посмотрела, и там не написано «Спасательная капсула», больше на это не смотришь, хорошо? Но ничего не трогай. И ни на что не смотри, не вернее смотри, но не... Ну, ты поняла. Ты ее где-нибудь видишь? Я не вижу. Слушай, подключи меня, и я зажгу свет. Да будет свет! Жесть. Это Бог. Сколько Я переключателей. цитировал Бог. Ой, поворачивается, какой ужас. Но все будет в порядке, по крайней мере, пока не начнет подниматься. Так, спасательная капсула. О, поднимается. Окей. Так, не волнуйся, не волнуйся. Я тут. Это его остановит. Нет, так еще быстрее. Ого. Началось включение питания. Так, не паникуй, хорошо? Прекрати паниковать. Я могу все остановить. Здесь пароль. Я его взломаю, не проблема. Нет, так. Б. Нет, стоп. Я уже пробовал. У тебя есть ручка? Записывай. Включение питания завершено. Так, слушай, новый план. Ой, Веди себя это. естественно, мы ничего плохого не сделали. Привет! Это ты. Ты ее знаешь? Давно не виделись. Как дела? О, нет. Я была так занята, пока была мертва. Ну, после того, как ты убила меня. Что ты сделала? О, нет, нет. Нет, еще раз Нет, пушка телепортная упала. Ладно, слушай. Мы обе наговорили много такого, о чем ты еще пожалеешь. Но сейчас мы должны забыть про наши разногласия. Ради науки. Ты чудовище. Раз ты так много сделала, чтобы разбудить меня, должно быть, ты очень любишь испытания. Я тоже их люблю. Но сначала нужно уладить одну мелочь. О, нет. Все. А что, этот сдох, что ли? Надеюсь, нет? Ау. Доменная печь. Осторожнее.
Не споткнись о мои запчасти, которые ты сюда сбрасывала, и которые не до конца сгорели. Где-то тут должно быть двойное портальное устройство. Когда ты найдешь его, мы начнем тесты, как в старые добрые времена. Вот оно. Погоди. Вот. Отлично. Ты обнаружила двойное портальное устройство. Выход в испытательную зону должен быть впереди. Протокол требует, чтобы после начала испытания мое взаимодействие с тобой было сведено к минимуму. К счастью, испытание пока не началось. Это наш последний шанс поговорить. Давай я подвину это. Ты знаешь, какой самый большой урок, который я извлекла из твоих действий? Я обнаружила, что у меня есть скрытая функция быстрого сохранения. В случае критической ошибки, последние 2 минуты моей жизни сохраняются для анализа. Я могла, вернее, была вынуждена снова и снова переживать то, как ты убивала меня. Ты знаешь, сделай ты такое кому-нибудь другому, они потратили бы всю жизнь, чтобы отомстить тебе. К счастью, я выше этого. Я буду рада забыть обо всем этом и вернуться к работе. В конечном итоге, у нас масса работы и лишь 60 лет, чтобы ее сделать. Примерно. У меня нет точных метрик. Самое важное, ты снова здесь, со мной. И теперь я знаю все твои приемчики, поэтому ничто не помешает нам проводить тесты до конца твоих дней. А потом, кто знает, придумаю себе хобби. Может, воскрешение мертвецов? Типа она из строя, короче, вышла, этот, как искусственный интеллект, короче, с ума сошел. Ну, как всегда, как обычно. Все мы умрем. А сколько здесь глав? Извини за беспорядок. После того, как ты убила меня, я немного запустила этот комплекс. Кстати, спасибо за это. Проверка сарказма завершена. Отлично, все снова работает. Пока ты будешь проходить первое простое испытание. Чего? Чтоб ты не путалась, ставь только на белое. Что на белое? Я начну все восстанавливать. Попытаемся узнать, как испытуемые ведут себя, если запереть их в помещении со смертоносными лазерами. А, они сломаны, да? Так, ну понятно. «19 глав! Охренеть! У Гладос травма, дофига. Игра длинная, гораздо больше первой части. ХЗ про белое, на рулетке только красное и черное. Чё? Ну, мы эту игру, короче, не пройдем. Имеется в виду сегодня. Точно, сегодня мы не пройдем. А чё она не двигается? Все, поняла. Недурно. Я и забыла, как ты хорошо с этим справляешься. Все же нужно поторопиться. Нужно провести еще много тестов. Раньше же еще как-то сидели, ждали, да, эти загрузки. Следующее испытание связано с кубами преломления подавленности. Я сконструировала их буквально накануне твоего эпизода. Теперь мы сможем посмотреть, как они работают.
Один должен быть в углу. Один должен быть в углу. Опа. Там что-то еще есть, да? Я знаю, что порталы ставятся на белое, чел. Я играла первую часть. Успокойся. Когда берешь второй куб, от одной кнопки первый уничтожается. Теперь я буду эту камеру уничтожать. Так, ну чё? Тогда... Хамла. Тогда теперь откуда взять второй куб? Ясно. Вот результаты теста. Ой, Ты ужасный человек. ой. Я серьезно, тут так и сказано. Ужасный человек. Хотя мы на это даже не тестировали. Скрипт сработал, смотрите. А эта дверь-то не открылась. Я первую не прошел, закончил на моменте ожидания вечеринки. Так. А это обязательно вообще? Хотя я залезть же не смогу, да? Ну-ка, если... Я, наверное, не смогу залезть. Ну ладно, так можно тоже. Не расстраивайся из-за этой оценки, ужасный человек.
Это лишь оценка на основе данных. Если тебе интересно, теперь есть научное объяснение, почему твоя мать бросила тебя при рождении. Ладно. Так, ага. Сюда должен луч падать, да? И вот сюда. Так, а куб нам куда? Ага. Например... А, нет, туда, наверное, куб. Сюда, наверное, вот этот. Ой. Куда он? Блин, а как спустить-то? Ладно, наверное, сначала лучше пока так. Ой, сейчас прям на этом, наверное, упаду. Так. Потом... Поздравляю. Не по поводу теста. Большинство выходит из консервации очень худыми. Хочу тебя поздравить. Тебе каким-то чудом удалось набрать несколько килограммов. Один момент. Ты проходишь эти тестовые камеры быстрее, чем я успеваю их строить. Ты можешь притормозить и заняться чем-нибудь другим, чем-нибудь, что не разрушит этот комплекс. Так, опять луч. Только так, да, двигается? А как мне попасть? А, только если... Я поняла. Сейчас. К твоей чести ты меня слушаешь, но, к твоему сведению, нет нужды делать все так медленно. Я делаю все быстро, как могу. Во время этих загрузок можно всю жизнь прожить. А раньше, наверное, загрузки эти длились вечно. Когда были... В следующем испытании пентиумы. используется воздушная панель Веры. Она была разработана в ходе исследования, как испытуемые справляются с трудностями, если их катапультировать в космос. Результат оказался очень информативным. Никак. Удачи. Прикольно.
Интересный факт. Ты дышишь не настоящим воздухом. Закачивать его так глубоко под землю слишком дорого. Мы просто удаляем двуокись углерода из воздуха, освежаем его немного и закачиваем обратно. То есть до конца своих дней ты будешь дышать одним и тем же воздухом. Мне показалось это интересно. Она просто булит, не обращая внимания. Окей, ладно. Посмотрим, какой следующий тест. О, улучшенные воздушные панели Веры. Отлично, получаю удовольствие, паря в воздухе и не думая о мире. А я пока схожу, принесу сюда пару тонн битого стекла. Хорошо, битого стекла. Так. Можно перепрыгнуть, а потом что? Я поняла. Так, ладно. Возвращаемся. Так, ладно, окей. Опять эти прыжки вонючие. Не нравится, наверное, потому что она протагонист, типа. О, прошу прощения, я пока еще расчищаю эти тестовые камеры. Поэтому временами в них все еще попадается мусор. Стоит и смердит без всякой пользы. Постарайся не столкнуться с летящим мусором. Так, мне нужен куб. Во. Летит. Летит. Так. И мне надо его туда, да? Как-то. А как мне его туда отправить? Там не получится поставить телепорт. Ты куда идешь, малыш? Нет, нельзя. Вот. 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 А я царапается. Так. В общем, надо туда как-то куб отнести, да? А как это сделать? А! Так, ага. Надо как-то так попасть еще, чтобы он прям упал. Seriously?
Помнишь, я говорила тебе про мусор, который стоит и смердит без всякой пользы? Это была метафора. Я имела в виду тебя. И я прошу прощения. Ты не отреагировала сразу. А И чё, я у тебя нос забеспокоилась, есть, что ли, ты чтоб ты пропустила это мимо чувствовала? ушей. Тогда извинение выглядело бы чем-то ненормальным, поэтому я только что снова Если у назвала тебя тебя есть мусором. нос, почисти свой нос. Где там сопли застряли. Знаешь, что люди, обремененные угрызениями совести, чаще пугаются громких звуков? Извини, не знаю, откуда этот звук. В любом случае, это слишком интересный громкий. научный факт. Это же этот... Неужели я растворила его прежде, чем ты прошла тест? Это случайно, извини. Нет! Иди возьми еще один, пока он не исчез. Кубик! Кубик! Ой, я и этот растворила. Да я его сама растворила. Ну и ладно. У нас на складе масса всяких вещей. Они ничего не стоят. Я даже рада от них избавиться. А, я думала, она этот... Ой-ой-ой-ой. Сейчас сдохну. Метафорический нос. Кукусики, обкакусики. Привет, Венелиум. Как дела, как жизнь, как собеседование? Так. Шо, куда? Прыгать опять? Да? Ой, надо было это с собой взять. Блин. Вроде. Ну ладно. Видели, они там чуть в текстурах не это. В текстурах чуть не застряла. Так. Ага. И теперь нам надо вот сюда. Прыгать. Да? Там же я не смогу прыгнуть. А, нет, смогу. Смогу. В каждой тестовой камере есть поле антиэкспроприации на выходе, чтобы испытуемые не могли вынести опытные образцы из зоны испытаний. Данное поле сломано. С собой ничего не бери. В смысле? У меня и так ничего нету. Посмотрел фильм «Гренландия», типа ок, но типа не очень. Понятно. А про что фильм? Ой, господи. Следующее испытание включает в себя поле антиэкспроприации. Помнишь его? Я рассказывала тебе о нем в прошлой тестовой камере, где его не было. О нет, снова турбины. Мне надо идти, хотя этот тест требует некоторого объяснения. Давай я по-быстрому введу тебя в курс дела. Куда ты пошла? Вот. Если у тебя будут вопросы, прокрути в голове на замедленной скорости то, что я сказала. Скоро вернусь. А что она сказала?
Интересно, здесь есть... чего? Если в этом месте что-нибудь унести? Набор слов просто. Так. Что за дырка? А! Кек. Так. Можно же так сделать. А нет, 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 нет. Да-да-да. Ням-ням-ням. Нет, если я ухожу, она стирается. Так. И что делать? А! А. 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 Не. Хотел сказать, будет ли ачивка, если в том месте без поля что-нибудь унести. Не знаю даже. Фильм про апокалипсис. Комета на Землю осколками упала. Там всякие типа трогательные моменты, которые не трогают, всякие расставания с семьей. Ну понятно. Типичный шаблонный этот такой фильмец. Это же гениально. I'm genius. Не все еще потеряно, да? С мозгом. Глава 3. Возвращение. Хотела туда просто прыгнуть, подумала, может, что будет, если я туда залезу. Это я в порядке. Ну, я вернулась. Где ты? Воздушная панель Веры сигнализирует о неисправности. Ты ее сломала, да? Где это он сказал? Попробуй сейчас. Что случилось? Я там лежал, ты подумал, что мне конец, я был жив, потом... Эта панель не рассчитана Чё на ты там испытуемых болтаешь? твоего веса. Я добавлю несколько нулей к ее максимальному грузу. Кстати, отлично выглядишь, очень здоровый. Попробуй сейчас. Представляешь, я сам не поверил, и потом птиц. Похоже, ты превосходишь ее весовые ограничения. Хорошо. Я просто опущу потолок. Ой. Минус хлеборезка. Так, опять эти лучи вонючие. Так. Ага, типа вот так вот, да. Потом. Так, может быть.
Нет, туда бы прыгнуть, а не просто так зависать. Так. А может получится так? Ага. Это что? Ага. Так, а эту как взять теперь? Как взять этот куб? Смотрели фильм «Куб»? Как вы вообще к жанру ужаса относитесь? Относитесь? Как туда попасть? Что-то я понять не могу. Так же, как кнопка. Смотрела, очень интересно. Я боюсь ужастики, но я их смотрю. Минус нервы. Ужасно. Точно. Genius. Так, теперь... короче, вот так. Потом вот так. Ужастики без ума обожаешь? О, наш человек. Прикольно, да? Прям насквозь. Так. Так, а как я теперь туда попаду, блин? А, можно же сделать так. И... А как я туда тогда попала? Наверх. Я прыгнула, кажется, да? Моя семья тоже без ума от них. Я смотрел мало ужасов, мне почти не страшно. Мне тоже уже не могу найти такой ужастик, который бы меня очень сильно напугал бы. Так. А как прыгнуть-то? Как я в тот раз прыгала? Я же в тот раз как-то туда попала, помните? А как? Как какать? Под наклоном панель? Какая? Точно. Ну, вот видите, в таких я в очевидных таких вещах я очень сильно туплю. Посмотрите, как величаво она парит в воздухе, как орел на воздушном шаре. Быстро, быстро, быстро. Быстро, слишком медленно. Постарайся получить удовольствие от следующего испытания. Я иду на поверхность. Там такой прекрасный день. Вчера я видела оленя. Если ты пройдешь следующее испытание, возможно, я позволю тебе подняться в комнату отдыха и снова расскажу, как видела оленя. Какого нафиг оленя, блин? Сумасшедшая женщина.
Ой, блин. Я нечаянно. Так, сюда опять нужен куб. Вот эту типа панель надо опустить. Ау. Так, опять прыжки. Но это же не светоотражающий. А там что он наверху? Типа еще выше, да? Прыжок. Ну-ка. Ух ты. Ничего себе. Какое тут еще звуковое сопровождение. Так, и теперь надо, чтобы луч попал сюда. Нам сейчас надо сюда. Так. Короче, чтобы было... О, блядь! А, фу. Так, и... Сейчас. А чё, зачем вот эта панель нужна? А, чтобы туда допрыгнуть, да, походу? Так, ладно. Ага. Ты прошла испытание. Сегодня я не видела оленя. Я видела нескольких людей. Но поскольку ты здесь, у меня уже предостаточно испытуемых. Мне кажется, я тут вообще одна. Нету тут никого, никаких оленей. Эти мосты состоят из естественного света, который я поставляю с поверхности. Если ты подставишь лицо, то почувствуешь, словно стоишь снаружи и солнце светит на тебя. От этого также загорятся волосы, поэтому не делай этого. Ой! Первая смерть.
кошмар. Да серьезно, заново что ли? Эти мосты состоят из естественного света, который я поставляю с поверхности. Если ты подставишь лицо, то почувствуешь, словно стоишь снаружи и солнце светит на тебя. От этого также загорятся волосы, поэтому не делай этого. Так, а как залезть туда-то? Блин, так. Ну что там? Чё это? Куб упадет. Как будто он должен вот так упасть, да? Ой, что это? Еще и зум есть тут. Так, ага. Надо туда. Сначала, чтобы куб упал, надо. Нажать кнопку. Так, ага. Упал. Он постоянно падает, окей. Найс. Да, можно сделать вот так. Сначала вот так. Вот. Так, и надо туда, да, положить. Ага. Как это сделать? Я, кажется, поняла. Но я залезть-то не смогу, блин. Не получится навряд ли. Туда телепорт же никак не поставишь, да? Ладно, попробую. Нет, не получится. О, привет, Артур. 7 дней уже, как видишь, прошло. Меня разбанили на Трово. Теперь тебе будет удобно смотреть. Нет, наверное, так не получится, да? Плохая идея.
Вернись к синему и ставь выше через синий проходи. Вернись к синему. А за что был бан? За кекс и насилие. Мы смотрели этот «Беременна в 16», короче. Я не знаю, что там было такого, но там ничего вообще не было. Наверное, скорее всего, кто-то из зрителей на Трова, какая-то там собака такая, пожаловалась. Вот, и меня забанили. Вернее, белые панели напротив кнопки. Типа сделать вот так. Да? А потом? Так, нет. Не-не-не, у первой стены, как стоишь лицом к кнопке. Первой стены, как стоишь лицом к кнопке синего портала. Так, получается... Ставь выше, через синий проходи. Ой. Точно. Ой. Здесь же еще не дошло. Так, а как назад вернуться? Так же можно. Прекрасно. Ты хищник, и эти испытания твоя добыча. Кстати, для следующего испытания я рассматривала использование акул. Знаешь ли ты кого-нибудь другого, кто убивает людей, пытающихся помочь? Ты подумала, акулы? Это неверно. Правильный ответ – никто. Никто, кроме вас, не проявляет такой бессмысленной жестокости. Ну, это да. Люди самые жестокие в мире существа. Хорошие новости. Я придумала, что делать с деньгами, которые сэкономила на переработке воздуха в твоей комнате. Когда ты умрешь, я заламинирую твой скелет и поставлю в вестибюле. Так будущие поколения смогут понять, как избавиться от столь неудачного строения скелета, как у тебя. Прекрасно. Опять неработающая дверь. Думаю, что кое-кому опять придется ее чинить. Нет, не волнуйся. Я сейчас вернусь. Ничего не трогай. Эй, сверху! Я нашел там наверху птичьи яйца, сбросил их на дверной механизм, вырубил его. Птица! Окей, это, наверное, птица, да, которая отложила яйца, разозленная. Так, слушай, мы сбежим отсюда очень скоро, обещаю. Надо только придумать, как сбежать. Это она. Продолжай тест и помни, ты меня не видела никогда. Побеседовала с дверным сервером. Теперь он больше не оживет, так скажем. Но вернемся к испытаниям. Так, что это? Опять это шнека. Так, ладно. Да, который был вот только что, это был добрый робот, а вот который потом уже говорил, это уже, ну, не такой прям добрый. Еще подкалывает нас. Ой. Так,
Опа. Это что такое? Так, блин, ухо чешется. Почешите мне ушко. Так, что нам делать? Вниз, я так думаю, лучше не прыгать, да? Антропологи связывают человеческую жестокость с отсутствием когтей, зубов и прочее. Ой, блядь! Да я нечаянно. Я не хотела прыгать. Теперь О, он почешется. больше не оживет, так скажем. Так, ну это я поняла, вернемся что к надо испытаниям. вот эту штуку. А как я с той стороны-то? Я не понимаю. Ничего не понимаю. Ага, ну это понятно. Там тоже я не смогу залезть. Блин. Я умираю. Ой. О, уже какая-то другая. А, нет, та же. Или другая. Хотя у этой взгляд уже более-менее такой спокойный. У той бешеный какой-то был взгляд. Опять же настроя. Хотя нет, у нее тоже бешеный. Так. Думай, думай. Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, это тупо. Ну, конечно, ты проснулась хрен знает где. С тобой говорит робот, и ты совершенно одна. Так она же уже в первой части то же самое же было. Пора бы уже привыкнуть. Так, давайте думать. Как нам попасть? А, точно. Я же могу так встать. Блин, надо было сначала куб забрать. Что я ступила сейчас. А куб? Не знаю. Кто будет брать? Не я. Уа, чуть не упала. Так. Тихо.
Ой. А я, блядь, сука. Иди отсюда. Царапается, блин. Так, я же упаду, если... Я не знаю, можно ли так спускать? Нет, так нельзя. Отлично. Ты так хорошо справляешься, что я даже сделаю пометку в твоем деле в разделе поощрений. Здесь масса свободного места. Хорошо справилась. Относительно. Относительно, ну ладно. В следующем испытании используются турели. Помнишь их, да? Светлые сферические штуковины, стреляющие пулями. Да. Желаю удачи. Оставь меня. Да, это была кошка, которая это... Который... жопосранчик. Вторая часть фильма Куб, а я уже не помню, что там было. Но мне все части понравились. Первая, так, конечно, классика. Привет. Ты все еще тут? Отдыхаю. А чё он мне? Перехожу в караульный режим. Пожалуйста, поставь меня. Активация. Не стреляй. Вот мой. Я не виню тебя. Ай. Цель потеряна. Время спать. Пожалуйста, покажитесь. На помощь. Ты все еще тут. Спокойной ночи. Вот ты где. А, блин. Ты все еще Они на черном. готовка. Что-то они уже так не видят. Раньше же через этот видели. Через стекло. А, теперь они так не стреляют? Ты все еще тут. Цель потеряна. Странно. Ты все еще тут. Ой, бля. Так, ну через вот этот не получится. Ты все еще тут. Спокойной ночи. Перехожу в караульный режим. Ой. Вот ты где. Хватит стрелять. Я хотела. Не стреляй. Спасибо. Спасибо, спасибо. Активация чата.
Что, туда вниз падать? А. Вау. Да блин, опять эти загрузки. Чтобы поддерживать непрерывность испытаний, я круглые сутки имитирую дневной свет и добавляю адреналин в воздух для дыхания. Возможно, из-за этого у тебя нарушено чувство времени. Если тебе интересно, вчера был твой день рождения. Так. А я. Ай-яй-яй-яй-яй. Жопу больно. А как так сделать, чтобы все было горело? Так. Interesting. А, портал уже точно. Ты помнишь, что я буду жить вечно, а ты умрешь лет через 60. Я придумала для тебя запоздалый подарок на день рождения. Ну, скорее. Запоздалые медицинские процедуры на день рождения. Но технически это медицинский эксперимент. Главное, что это подарок. Пук. Пук-пук. В комбинезоне ты выглядишь глупо. Это не мое мнение. Так записано в твоем личном деле. Другие люди в нем выглядели нормально, а в твоем деле ученый записал, что ты в нем смотришься глупо. Ну и пусть. Что старый бородатый инженер может знать о моде? Он, наверное... Стоп, это женщина. Хотя, что она может... Стоп. Тут сказано, что у нее научная степень. По моде из Франции. Подготовка. Привет. Ничего личного. Тут кто-то есть. А, я так не могу, да? А, вон еще стоят. Так, мне нужен куб. Пожалуйста, покажитесь. Привет. Цель потеряна. Так, а как залезть сюда? Активация. Цель потеряна. Спокойной ночи. Пожалуйста, покажитесь. Кто там? Ты все еще тут? Пока.
Озвучка, кстати, с первой части. Не стали заморачиваться. Уа! Блять, я забыла. Так, ладно. Так. А зачем мне вот эта катапульта? А, точно. Перехожу к активации. Я ничего не за что отвечаюсь. Так, подожди. Можно же вот так, ой, сделать. Ау! Так. Ты все еще тут? Перехожу к Майорина. Отдыхаю. На помощь поиск. Ошибка сбой. Критический сбой. Просматривала список испытуемых в криогенном хранилище и нашла двух с твоей фамилией. Мужчину и женщину. Это интересно. Мир тесен. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну, что это встреча с двумя людьми, с которыми ты не виделась уже очень давно. Блять. Ты все еще тут? Да, блин. Айл. Кто там? Ага. Кто там? Тут кто-то есть. Привет. Активация. Потеряно. Ты все еще тут. Ты все еще тут. Ничего себе, их там так много прям. Подготовка. Поиск. Активация. Кто там? О! Блин, я нечаянно. Черт. Ой. Вы уже перестали быть друзьями? Уф. Так. Можно же сделать вот так. Тут кто-то есть. Активация. Подготовка. Ой.
Блин. Не успел. Еще можно при помощи лазера сломать турельку вначале и найти пасхалку, да? Ну-ка. Ой. А я. Ой. Так, сейчас. Ой. О. И это все? Так. Я просто слишком высоко сделал. Напевает поздравительную песенку. Надо было на день рождения в эту игру играть. Здесь написано, что следующий тест был разработан нобелевскими лауреатами. Здесь не сказано, за что они получили премию, но точно не за иммунитет к нейротоксинам. Так, опять 25. Так, как туда залезть? Ой. Мы не ищем легких путей, да? Только усложнили себе задачу. Теперь как подняться-то?
А, можно сделать... Ща. Я надеюсь, она на кнопку упадет. Ты, наверное, думаешь, что я забыла про сюрприз? Нет. На самом деле, именно туда мы сейчас и направляемся. Я так волнуюсь. Глава 4. Сюрприз. Сюрприз через 3, 2, 1. Я все выдумала. Сюрприз. Ну хватит, если это тебе поможет. Спасибо. Тебя бросили при рождении, так что у меня есть серьезные сомнения, что кто-то будет скучать по тебе. Спасибо. Спасибо. А, да? А, да. 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 Да, блин. Так, иди отсюда. Ой. Так, сюда нужен куб. Сюда нужен куб. Чтобы ты понимала, насколько я тупая, я пыталась пробраться к кнопке при помощи моста. Хотя могла тупо поставить портал, как ты. У всех разные вариации, да? Привет. Так, ладно. Куда, что? Зырит. Зырит, глаза пузырит. Нет, чё к чему это?
короче, там отсюда они вот сталкиваются. Их надо как-то подобрать. Только как это сделать, я не знаю. И в жопу. Так. Вот эти вот сломанные. Как их забрать оттуда, я не знаю. Так, значит, так. Да иди в жопу, блин, чел. Заклинание прочтено. А, я ж могла. Забываю про телепорт все время. Забываю. Не ешь, подумай. Так. Я очень жалею о том сюрпризе. Знаешь что? Давай прямо сейчас позвоним твоим родителям. Биологические родители, которым вы позвонили, вас не любят. Пожалуйста, повесьте трубку. Сука. О, это так грустно, но впечатляет. Может, они работали в телефонной компании. Так, хватит. Я хз этого делать клип. Не знаю, как хочешь. Хватит. Здорово! Как ты тут? Я Здорово. уболтал целую толпу наноботов, которые тут ремонтируют шахту. Они очень маленькие. Ай, я знаю, Джерри. У меня перерыв, дружище. Перерыв. А, слушай, надо пройти еще 5. Что? Джерри, ты не можешь меня за это уволить? Да, Джерри? Может, ты предвзято относишься к наноботам моего размера? Это дискриминация, Джерри. Увидимся в суде, приятель. Так, слушай, надо пройти еще 5 Потом камер. чекну после стрима. Ну, ты знаешь старую формулу. Комедия – это трагедия плюс время. Ты проспала немало времени. Так что, если посчитать, ты в очень забавной ситуации. Так, ага. Опять эти там стоят. Пердят.
А, она не это. Там на черное она светит, да, походу? Что это за активация? Чего? Понятно. Блин, все, я пойду это схожу. Ой, куда? Сейчас приду. Как нам взять вот эту? А! Спасибо. Так, ага. А как нам попасть сюда?
тут уже одна есть. А как вторую? Нет, с чего ты будешь раздражать? Ты не видел человека, который тут был до этого, которого я терпела, который наезжал на всех? Вот он-то точно раздражал. Мы его долго терпели, но в итоге все-таки он улетел наконец-таки в долгожданный бан. Если меня когда кто-то раздражает, то я сразу об этом говорю. Сразу же показываю так, свои эмоции. Тимофей Курицын? Нет. Тимофей Курицын — это еще цветочки по сравнению с тем челом, про которого я говорю. Тимофей Курицын хотя бы просто сказал и вышел просто, и все. А, здесь есть трамплин. Ну-ка. Смотрит потихой. Да, наверное. Пусть смотрит, пусть знает. Так, это самое. Я просто видела то, что он отписался. Я же посмотрела фолловеров, когда у меня было 51, у меня потом стало 50, ну, на Твиче. Я потом посмотрела, и кто отписался, и увидела, что это вот тот самый чел. Я вздохнула с облегчением, слава богу. И на Ютубе, походу, тоже, потому что на Ютубе там тоже уменьшилось количество. Там, наверное, еще его эти дружбаны всякие тоже по-любому. А, можно вот туда сделать. А, смотри-ка ты. Тут он и есть еще, кажется. Ну-ка. А я тут сюда не смогу залезть. А как тогда это сделать? Я же прыгну очень высоко. Блин. Погоди-ка. Синий, оранжевый, синий, оранжевый, синий, оранжевый. Опять же не ускоряется, не шифтует. Вещи она не сбрасывает.
интересно, а эта игра полезна для мозгов? Ты же все-таки думаешь, сидишь. Сидишь, пердишь. Так. Я, кажется, поняла. Ой. Чё? Ой. Why? 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 Да? Ух ты, какие у него боты. Книжку читать было бы полезнее. Думать вредно. Ну, этот тогда Life is Strange тогда потом почитаем. Если вы так хотите книжки. А на Life is Strange нету, да, озвучки? А чтение зрения портится. Да вообще, это все херня это. Не-не-не, только не это. Нет, все. Это порочный круг. Да блин, опять я не туда нажала. Так. Ой. Ой. Короче, я придумала, смотрите. Короче, я вот так прыгаю. И вот так беру. Так, и чё? Типа, наверное... Сюда надо. А эту нижнюю туда наверх. Даже. А там туда как прилететь? Нет. Ой, этот кот никогда не остановится. Он очень целеустремленный. Он будет стоять на своем всегда. Нет, это все-таки надо так. Почему он такой приставучий, а? Кот. Как хвостик. Ой. Ну что, попробуем? Хотя нет, не получится, наверное. Все, я поняла. Так, сейчас смотрите, как делаем. Короче, прыгаем. Ой. Прыгаем, ага. И чё? Как я стрелять-то буду? Прыгнули, ага. Как я стрелять буду? Так. Короче, есть вот эта шняга.
я просто упаду. Куб хватай, когда падаешь. Чего? Как падаешь? Ой, нихера себе. Видали, да? Эллен Моск. Так, а вот туда как попасть? Опять через прыжок? Ага. Я обдумала нашу дилемму и нашла решение, которое, по моему мнению, наилучшим образом подойдет одной из обеих из нас. Уф. Молодцы! Поздравляем, мозги работают. Не у меня. Согласно федеральному законодательству, я должна предупредить тебя, что следующая испытательная камера выглядит очень здорово. Все верно. Наш комплекс снова работает. Мрик, привет, привет. Я же правильно прочитала ник, надеюсь. Так, что делать? Куды? Ага, так, где эта шняга? Все 3 раза я тупила. Не хочешь ли ты пройти мой тест в Portal 2? Еще тест. Что это был за звук? А, это в игре, я думала, мне уведомления какие-то, что ли. Ну тут только 2 куба, да? У нас еще тут можно телепортировать, естественно. Так, ну вот тут по-любому телепорт надо. Вот тут тоже можно телепортом. Только вот этому нельзя телепортом. Вот тут можно одну телепортом сделать. Зачем? Какой тест? Так. Или можно вот эту. Ой. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Так.
тут только два. А, смотри-ка ты. Она как-то косо светит. Так. Один лучник Санта Лана. Можно, в принципе, отразить сразу на два. Нельзя так. Ау. Ёб твою мать. А, это только один луч. Ну да. В принципе. А вот с этим что делать? Так, этот никак не подвинешь. А если сделать... Ой. Блин. Так не получится, да, походу. А может вот так? А, точно. Ага. Ау. А, блин, а это как? А, это можно там. Думаю, эти испытательные камеры выглядят даже лучше, чем раньше. Это было нетрудно. Нужно лишь посмотреть на вещи объективно, увидеть, что больше не нужно, и удалить лишнее. После следующего испытания тебя ждет сюрприз. Не такой поддельный и трагический сюрприз, как в прошлый раз. Настоящий сюрприз с трагическими последствиями. И в этот раз с настоящими конфетти. Прекрасная вещь. Последний мешок. Я буду скучать по ним, но в конечном итоге они просто занимали место. О, в Энели он зашел на отрову. Так. Ага, кнопочка. Кнопочка. Кнопочка.
Кнопочка. Кнопочка. Кнопочка. А. Кнопочка. Происходит. Кто выключил свет? Здорово, подруга! Я разговариваю так, потому что она не слышит в этом диапазоне. Слушай, железный шар, я тебя слышу. Специальный голос больше не нужен, беги! Беги! Давай, давай! Беги! Давай, я закрываю двери! Итак, я не напоминаю, могу вкратце шифровать. мы совершаем побег. Мы в процессе побега, так что беги! Вкратце план на будущее такой. Мы остановим скорочную линию турели, отключим производство нейротоксина, а потом встретимся с ней лицом к лицу. Но в данный момент главное — беги! Давай, сюда, сюда! Вот, почему бы тебе просто не пройти его? Поверь мне, этот путь наружу легче, чем любой дурацкий план, придуманный твоим другом. А что? За кого она нас принимает? Оу! Беги, беги, беги! Я не побежала туда. Хи-хи-хи. Какого хрена браузер заходит абсолютно во все вкладки, когда открываю браузер? Спалился, Давай, давай! спалился. Спалился. А! Что там происходит? Можешь выбраться? Я слышал выстрелы. Чуточку поздно предупреждать, но берегись выстрелов. Может, слишком поздно, но я хотя бы попытался. Что делать? Ты в порядке? Отлично, вперед! Сюда, сюда! Экшен, экшен, экшен. Как этого не хватало. Турели! Экшен, экшен, экшен. Беги, беги, беги! Бегу, бегу, бегу. Да я не могу Выход там! Мы шифтовать. почти выбрались! Я не могу Обнаружить шифтовать. весь комплекс! Быстрее! Скорее! Сюда! Скорее! Сюда! Блин! Блин! Получилось, 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 получилось! Встретимся на той стороне! Я не знаю, с какой целью он мне помогает вообще. Даже как-то не задавалась этим вопросом. О! Сколько мы уже сидим? 3 часа, охренеть. Пятый побег. Отлично у тебя получилось! За мной! У нас еще много работы! По крайней мере, тут она нас не даст. Что происходит? Ага! Окей, не двигайся. Так, хорошо. У меня есть идея, но она чертовски опасная. Постой. Из 3D головоломок могу посоветовать Супраланд, мультяшный графон, но сама игра довольно сложная. Ой, головоломки. Ну что за... Мне сказали, что если я включу этот фонарик, то умру. Мне так обо всем говорили. Неясно, зачем мне вообще давать все эти штуки, если нельзя ими пользоваться. Это же подожди. бессмысленно глупо. Я думала, назад надо. Плюс развитие, там прокачки всякие, пушки. Прикольно. Ой. Темно тут, правда? Старый смотритель этого места сошел с ума. Изрубил в кусочки весь здешний персонал, всех роботов. Говорят, по ночам до сих пор слышны их крики. Крики их копий. Они функционально неотличимы от оригиналов. Никакой памяти об этом у них нет. Никто не знает, почему они кричат. Просто ужас. Но ничего. Я, походу, соврал, там не 19 глав, а 9, только не бей. Вот сверхъестественного нет, в обычном смысле слова. Тогда мы сегодня пройдем.
Или нет? Говорили, вроде 10 часов игра проходит за 10. Попробуй перепрыгнуть. Пошли вперед. Вход на фабрику должен быть где-то здесь. Осторожно, осторожно. Стой, осторожно. Дай я включу свет для тебя. Прям хоррор какой-то. Выглядит опасно. Я подержу свет. Отличная работа. До середины еще не дошли. О, понятно. Блин, это что такое? Скорее, сюда. Вау. Слушай, интересная история. Я почти блядь, получил малыш, работу хватит здесь, царапать, на ёб производстве. твою мать. Знаешь, кого предпочел бригадир? Точную копию самого себя. Кумовство. А мне дал худшую работу — присматривать за вонючими людишками. О, извини, я не имел этого в виду. Просто ухаживать за людьми. И извини, с языка сорвалось. Так бесчувственно. Вонючие людишки. Сам ты вонючий. Куда идти-то? Ой. А, господи. Надо вытащить тебя из этой комнаты. Ты можешь добраться до той стены? Да. Вон там есть другая стена. Да, скажу тебе, люди. Я их так люблю. У них такой А зачем ты тогда мне помогаешь, фольклор. если ты людей не любишь? Красочный. Правильно? Правильно. Хорошо. Слушай, я спущусь по этому рельсу. Увидимся внизу. Удачи. Чё это? Я назад вернулась? Нет. А куда идти? Ой. А. Все время надо смотреть вверх. What the hell? Идет исправление турелей. Не взаимодействуйте с турелями, направленными на исправление. Конвейер исправления турелей не аттракцион, покиньте конвейер. Какую турель? Спасибо. Разозлись. Не делай лимонад. Лимонад? Боги наказали Прометея за то, что он принес людям знания. Он был заточен в глубинах земли, и птицы клевали его. Этого недостаточно.
ответ под нами. Ну, в этот раз не получилось. Ну, я старался. Ну, как вам? Смотри, не учитесь, смотри, не учитесь. Эй, бежалка, как я тебе? Цель зафиксирована. Цель зафиксирована. А чё, к чему я взяла эту турель? И чё, она сдохла? Так, ну и что я должен делать? Я сделал все, что мог. А, отсылки говорила. Цель зафиксирована. Печаль, беда. Назовите себя, я буду стрелять. Я попал, правда? Цель зафиксирована. Хорошо, дело найти. Ничего не поделать. Цель зафиксирована. От меня не уйдет. Цель зафиксирована. Цель зафиксирована. Ой, блядь. Смотри, не учитесь, смотри, не учитесь. Отбой. Эй, нужны патроны, у кого-нибудь есть патроны? Ну, я сделал все, что мог. Нельзя требовать больше. Да, я попал, правда? Цель зафиксирована. Цель зафиксирована. Кстати, я все время думала, почему нельзя было сделать вариант и поставить эту турельку вместо испорченной. Образец. Отклик. Образец. Голоса такие, как в этом, Отклик. в мультиках каких-то. Образец. Такие. Отклик. А, отлично, у тебя Образец. получилось, прекрасно. За мной, тебе понравится. Почти пришли. Образец. Вуаля! Контрольный центр турелей, спасибо большое. Видишь там сканер? Образец. Он выбирает, какие турели пропустить, а какие отбросить. Он использует ту главную турель в качестве Образец. образца. Если мы уберем главную турель, то он отбракует весь конвейер. Хорошо. Какие-то черные. Я вскрою дверь, чтобы мы могли пройти. Техническая процедура. Тебе надо Образец. отвернуться. Отклик. Готово. Открыто. Отлично, Образец. достань эту турель. Отклик. Образец. Отлично, давно сработал. Образец отсутствует. Продолжаю процесс по памяти. О, не сработало. Образец. Хорошо, давай подумаем, как остановить этот конвейер. Есть какие-нибудь идеи? Образец. Есть идеи, есть идеи. Отклик. Нет, у меня тоже. Эй, вот что. Зря ты сказала, это дурак. Образец. Отклик. Привет. Образец. Отклик. Да, сделаем это, так нечестно. Образец. Отклик. Здорово. О, это нелепо. Образец. Ты еще думаешь или что происходит? Образец. Отклик. Я не умею думать. Ну куда, что происходит, а? Образец. Отклик. Сила есть, план сюда не такой. надо. Давай вместе подумаем Образец. в полной тишине. Образец. Отклик. О, погоди, я понял. А, нет, не понял. Образец. Отклик. Нет, стой. Образец. И что делать? Отклик. Я не бедный, но давай. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Я не бедный, но всех не перебьешь. О, у меня есть идея. Что если я притворюсь, что я тебя поймал, отдам ей, и она тебя убьет? А я смогу жить. Что ты об этом думаешь? Отклик. Образец. Отклик.
Турели нет. Может, система сохраняет какой-то запасной образ? Образец. Слушай, а если мы поставим что-нибудь другое, как образец? Образец. Образец. Отклик. Можно взять какую-нибудь сломанную турель, поставить ее в сканер и посмотрим, что будет. Отклик. А где я ее туда ставлю? Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. А, я поняла. Образец. Отклик. Образец. Отклик. А как тут спуститься? Образец. Отклик. Образец. Отклик. А, Образец. вот так. Точно. Отклик. Вы будете много ходить. Опа, не хватит уже. Слава богу, ты спасаешь шкуру, приятель. А куда мы идем? Образец. Просто поверь, я ничего не вижу. Привет, нас всех перебьем. Образец. Чё, это все Отклик. потому, что они черные, поэтому их выкидывают. Образец. Отклик. Все получилось? Да, ставь ее туда. Посмотрим, как сканеру понравится. Образец принят. Сработало! Если нам повезет, она не узнает, что ее турели бракованы, а потом будет поздно. Классик. Окей, смотри за конвейером, а я пойду и хакну дверь. Образец. Окей, я начинаю вскрывать. Это будет немного сложнее, чем казалось оттуда. Образец. Займет минут 10. Поглядывай на дверь. Образец. Именно. То есть мы все должны быть слепы, да? Не только. Хорошо. Образец. Привет. Отклик. Образец. Привет. Отклик. Я плохой. Нам потом плохо. Я ничего не вижу. Образец. Привет. Отклик. Образец. Привет. Знаешь, когда я сказал про 10 минут, это было очень оптимистично. Образец. Привет. Отклик. Образец. Привет. Отклик. Образец. Привет. Отклик. Ты где моя пушка? Да, я плохой. Образец. Привет. Отклик. Я не понимаю. Образец. Привет. Отклик. Хорошие новости! А, нет, не важно. Образец. Сложная дверь попалась. Ха! И долго эта дверь была открыта? А был какой-то сигнал, что дверь открыта? Ну, какое-нибудь гудение или звонок? Ну, в смысле, конечно, главное, что дверь Ещё теперь пугается. открыта, но на будущее подай какой-нибудь знак. Покашляй там или типа того. Хорошо, так. Она не может использовать турели. Теперь пошли разберемся с генератором нейротоксина. Приведи дочку на работу. Эта затея плохо кончилась. И 40 картофельных батарей. Смешно просто. Я понимаю, это дети и все такое. Чисто научная демонстрация. Я почти уверен, что мы идем правильно, просто хочу тебя подбодрить. Не волнуйся, гарантирую на все 100%, что это правильный путь. Ой, нет, неправильный. Хорошо, попробуем так. Чел. А, help. Чел. Чел ты написано. Чел ты. А, чел все-таки. Я знал, что мы правильно идем.
Это генератор нейротоксина. Он немного больше, чем я думал. Его не получится просто, опрокинуть. Придется применить смекалку. Там наверху какая-то комната управления. Пойдем посмотрим. Ха, наша работа. Не надо смеяться. Они чувствуют боль. В каком-то смысле. Симуляция. Но для них она, наверное, как настоящая. Ужас. Боюсь, что дверь заперта. Мы же не знаем, зачем эта кнопка! О, дверь открылась. Пойдем посмотрим. Хорошие новости. С этого оборудования я могу отключить систему нейротоксина, но она защищена паролем. Сирена! Нет, не волнуйся. Для меня это не проблема. Можешь отдохнуть, пока я работаю. Так. Начнем. Самая сложная часть в любом взломе — сообразить, с чего начать. Что ж, приступим. Итак, что мы имеем? Компьютер. Неудивительно. Можно было ожидать. То есть это коробка. Наверное, внутри какая-то... Кажется, пахнет нейротоксином. Погоди, уровень нейротоксина падает. Продолжай делать то, что делаешь. Стоп, здесь что-то не так. Уровень нейротоксина поднялся до 50%. Точнее, опустился. Хотел сказать, что он опустился. Все отлично, продолжай. Получилось! Уровень нейротоксина 0%. Да! Погоди. Внимание, уровень нейротоксина достиг опасной несмертельной отметки. А теперь представь, приведи дочку на работу, подпись чел, и спустя время ты за нее играешь. И ну вообще ребенка, ну не суть. Труба сломана. Мы можем приехать прямо к ней. Я не могу больше держаться. Давай! Давай, пора идти. Скорее! Вау! Ну тут, да, более так сделали экшово. Не скучно было, чтобы с первой частью не сравнить. Так мы приедем прямо к ней. Даже не верится, что я это делаю. Видишь, я знал, что это будет весело. Мне говорили, что это совсем не весело, и я поверил. Как мне это нравится! Так нравится! Огромное место! Мы Спасибо. видим только верхний уровень. Оно идет вниз на километры. Все закрыто много лет назад. Мы скоро приедем. Не терпится увидеть выражение ее лица. Нейротоксина нет, турели нет. Она не поймет, как мы ее обставили. Так, подожди. Возможно, я Спасибо. недостаточно хорошо продумал следующий этап. Я еду не туда! Иди к ней! Я тебя найду! Надо было им взяться вместе. Надо было ей его взять, чтобы это не потеряться. Честно, я и не думала, что ты на это клюнешь. На самом деле я подготовила гораздо более изощренную ловушку дальше, после того, как ты пройдешь эту легкую. Если бы я знала, что ты так легко попадешься, то просто подвесила бы на потолке куриную ножку на веревочке. Вот. Ну что ж, приятно было поболтать. Перейдем к делу. Если бы ты видела мое довольное Надеюсь, лицо. в этот раз ты принесла что-то посолиднее портальной пушки. Боюсь, иначе ты сразу станешь бывшим президентом клуба живых. Ага. Говоря серьезно, прощай. Это мой шаг. Это проблема. Кто ты приедешь? Только не я. А вот и я.
не сидела. Что ж, мы А, это могли бы так сидеть надо, в да? комнате и Я глазеть думала, друг... это... Я думала, там этот... Какой-то... Секрет. Я даже не думала, что это так надо было. на друга, пока кто-нибудь не упадет замертво. Но у меня есть идея получше. Твой старый друг, смертельный нейротоксин. Будь я тобой, я бы глубоко вдохнула и задержала дыхание. Ой! Ой! Привет! Я так тебя ненавижу. Опасность. Центральный модуль поврежден на 80%. Забавно. Я не чувствую себя поврежденной. На самом деле я чувствую себя прекрасно. Обнаружен альтернативный модуль. О, они обо мне говорят! Чтобы начать замену модуля, пожалуйста, поместите модуль в приемник. Перенос... Сменный модуль принят. Сменный модуль. Вы готовы начать процедуру? Да. Неисправный модуль. Вы готовы начать процедуру? Нет. О, да, она Нет, готова. нет. Безвыходная ситуация. Процедура замены прервана. Да. Вытащи меня, вытащи меня, Уполномоченному вытащи сотруднику меня, нажать вытащи меня, кнопку выхода из вытащи безвыходной меня, ситуации. Вытащи меня, вытащи меня. Нет, Не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу. Не делай этого. Да, давай! Не трогай эту кнопку. Не так быстро. Подумай об этом. Только дипломированный научный сотрудник может нажать эту кнопку. Ты не квалифицирована. Не слушай ее. Это правда, что у тебя нет достаточной квалификации. Но у тебя есть нечто более важное. Палец, которым можно нажать кнопку, чтобы она нас не убила. Воображает себя дипломированным научным сотрудником. Я только что добавила это в список. Я вела список всех твоих поступков. Вернее, я веду такой список, потому что ты продолжаешь делать всякие вещи, хотя я говорю тебе остановиться. Кстати, остановись. А это, вероятно, правда, но это не совсем правда, так как пока я тебе тут зубы заговариваю, мы нажали на кнопку, используй ее замешательство, жми на кнопку. Безвыходная ситуация ликвидирована. Пожалуйста, вернитесь в отсек замены модуля. А вот и я! Стой, а вдруг это больно? Вдруг это очень больно? Я об этом не подумал. Поверь, очень, очень больно. Ты так просто говоришь? Или действительно будет больно? Ты ведь просто так говоришь, да? Не, ведь действительно будет больно. А насколько больно будет? Убери от меня руки. Нет, хватит. Нет. Что они делают? Кека сам занимаешь. Ты только взгляни на меня! У нас получилось! Я контролирую весь комплекс! О, вы только посмотрите на это! Неплохо, да? Гигантский робот, громадина! Я чертовски большущий, правда? Ах, да, лифт наружу, сейчас вызову. Ну вот, лифт вызван. Ха-ха, только посмотри, какая ты маленькая отсюда! Крох знал, что будет круто, когда я буду все контролировать. Но чтобы так круто! Слушай, теперь я обалденно умный. Estoy usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual. Я даже не знаю, что только что сказал, но захотел бы узнал. Ах да, лифт, Интересно, извини, что я он все время сказал? забываю. Это тело потрясающее, серьезно. Никак не могу забыть, какая ты маленькая. А я огромный. Мне это не нравится. Знаешь, а зачем нам прямо сейчас уходить? Ты представляешь, как это приятно? У меня получилось! Крошка Уикли сделал это! Ничего не знал. сделал. Она сделала всю работу. Действительно? Вы обе так думаете, правда? Ну, может, в этот раз я кое-что сделал. Что ты делаешь? Нет. Он как будто как человек, которому власть дали в руки, и все. И он такой... С ума сошел. Нет. Не думай, что я тебя не раскусил, подруга. Знаешь, кто ты? Эгоистка. Чтобы впустить нас сюда, я пожертвовал собой. А чем ты пожертвовала? Ничем. Совершенно ничем. Ты только командовала. И кто теперь главный? Я. Видишь? Это картофельная батарейка. Так
маленькая детская игрушка. Это же я! И она живет внутри. Это я! Я знаю. Извини. Что? Инженеры пытались заставить меня вести себя хорошо, притормозить меня. Но что они даже установили модуль смягчения интеллекта. Он впился в мой мозг, как опухоль, создавая бесконечный поток страшных идей. Нет, я тебя не слушаю, я тебя не слушаю. Это был твой голос. Нет, нет, ты врешь, ты все врешь. Ты опухоль. Обычный дурак. Ты спроектированный дурак. Я не дурак! Да, дурак. Тот дурак, которого они создали, чтобы свести меня с ума. Ну, и что теперь? Кто теперь дурак? А смог бы дурак сбросить тебя в эту яму? А? Смог бы дурак сделать так? Оу. Картошка! Ну все. Вот кто нам помогал немножко. Привет. Ну что, как дела? Привет. Потому что я картофелина. Я тоже. Прекрасно. Мой генератор хлопков тоже тут. Мы с тобой одной крови. Раз мы так никуда не идем. Вернее, вообще-то мы двигаемся и даже с пугающей быстротой. Но мы ничем сейчас не заняты. Приведу парочку фактов. Он необычный дурак. Он продукт величайших умов целого поколения, старавшихся создать наиглупейшего дурака в мире. А ты поставила его управлять этим комплексом. Отлично, еще работает. Слушай, на случай, если эта яма все-таки не бездонная, может, ты отстегнешь одну из своих рессор и поместишь меня туда? Только приземляйся потом на одну ногу. Почему на одну? Ау. О нет, картошка. Вау, круто. Потому что без рессоры сломается такой высоты падать. Рессоры.
Офигеть. Да. Блин, опять на время. Так, ну ладно. Так, значится так. Можно там сделать вот так. Потом синюю туда. Ой, оранжевую сюда. Я бы картошку с собой взяла, было бы не так скучно. Ну, к сожалению, она улетела. Картошка. Ау! Ау! Так, ладно, тогда... Что-то так неудобно. Может, вот так вот? А, вот так удобнее будет. Наверное, лучше вот. Но такое все огромное рядом вообще. Это жесть же. Там что, какие-то великаны, гиганты живут. Пипец просто. Ой, я думала, не откроется. И дверь такая маленькая. Издевается, что ли? Такое гигантское. И тут такой пук. Пук. Пик. Danger. Угу. Кислота типа, да? Какая-то. Жесть. Жесть, это что такое? Капец. Чё это? Там слишком темно. А может тут что-то надо взять? Нет. Ну, все свалили, как всегда. О! Чё это такое? А, мы же оттуда пришли.
исследования природы порталов. Астронавты, герои войны, олимпийцы. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие. Итак, кто готов заняться наукой? Я? Ну, вы уже успели познакомиться друг с другом в машине, поэтому позвольте мне представиться. Я Кейв Джонсон, и я здесь главный. Интересно, а есть спидран по этой игре? Принадлежит Кэролайн, моей помощнице. Она переведет ваш гонорар в любую благотворительную организацию по вашему выбору. Правда, Кэролайн? Точно, мистер Джонсон. На ней здесь все держится. Красотка прям хоть на открытку. Учтите парня, она замужем. За наукой. Нездоровое кино. Привет. Почему нездоровое кино? А я смогу долететь, как думаете? Наверное, нет. Перелетел. А, это ты. Перелетела. А если так? Ой. Так, тогда чё, куда? Туда, что ли? А, нет. А это что? А, я отсюда пришла. Так, ну ладно. А, блин. Лень просто идти на такие расстояния. А, туда, наверное, надо, да? Через логотип. Какой логотип? А, вот этот, что ли? Понятно. Не знаю.
кольцо. Ага. Ой. Ой. Найс. Так. Может, вот так? Да блин, не получается. Да. Так, тихо. Нет, туда не получится. А, точно, наклонная плита. Так, тогда... Так вот, да? Ну, до туда я не допрыгну, походу. Блять. Так, ладно. Так, тогда не отсюда. Попробуем отсюда. Да ёб твою мать. Во. Опять чуть не этот. Каждый день в нашем центре проводятся 1000 испытаний, и я не в состоянии наблюдать их все, и поэтому заранее записываю сообщения для участников. В них содержатся ответы на возможные вопросы. Люди должны знать, как себя вести, если во время теста для вас зависит от того, как вы реагируете на окружающий мир. Те, кто будет помогать в испытании отталкивающего геля, проследуйте вдоль синей линии. Для тех, кто согласился на впрыскивание ДНК богомола, у меня есть хорошие и плохие новости. Плохие новости. Этот тест отложен навеки. Хорошие новости. У нас есть новый прекрасный тест. Сражение против армии людей-богомолов. Берите винтовку и следуйте вдоль желтой линии. Вы сами поймете, когда начнется тест. Чё вообще? Какой тест? Что здесь произошло? Почему роботы вышли из строя? Где люди? Какой бы я тест выбрала, не знаю тоже. Смотря еще какой тест. А, Если в ходе испытаний вы порезались, то, возможно, заметили, что кровь превратилась в бензин. Это нормально. В следующем тесте мы направим на вас сверхпроводник, включенный на полную мощность. Буду откровенен, мы просто Если в ходе испытаний вы порезались, то, возможно, заметили, что кровь превратилась... В следующем тесте мы направим на вас сверхпроводник, включенный на полную мощность. Буду откровенен, мы просто бросаем наукой в стенку и смотрим, что прилипнет. Понятия не имею, что получится. Может и ничего. В лучшем случае станете Суперменом, в худшем получите пару опухолей, которые мы удалим. я, если честно, вот то, что они говорят, я вообще мимо ушей. У меня в одно ухо вышло, с другого Я, если что, буду
Чересчур невнимательная. Жесть, какое огромное все просто. В следующем тесте мы направим на вас сверхпроводник, включенный на полную. Если после следующей серии испытаний вы решите принять ванну, поставьте в известность лаборантов. Судя по всему, ваше тело будет активно выделять уголь. Это временно, не переживайте. Но если через неделю это не пройдет, сообщите нам. Это признаки аномалии. Я не понимаю, что делать. Зачем наверх? А куда я прыгать? Туда? Куда тут вниз-то? Так, ну-ка. Жесть. Наука стоит на плечах титанов. Но не здесь. В лаборатории мы все делаем с нуля. Нам никто не помогает. Жесть. Ну, начнем. В первом испытании вы будете иметь дело с отталкивающим гелем, как его называют мои лаборанты. Между прочим, вы не входите в контрольную группу. Вы получите гель. В прошлый раз испытателю досталась простая синяя краска. Ладно, шутки в сторону, это иногда случается. У него перелом обеих ног. Печально, но очень информативно.
если я сюда упаду? Прикольно. Так. Ага. Лаборанты говорят, что я не должен упоминать о контрольной группе. И они против заранее записанных сообщений. Кто это? У меня Что идея. это за Запишу-ка голос? я Кто побольше это таких вообще? сообщений. Здесь я плачу зарплату и буду говорить столько, сколько захочу. Что-то телефоны какие-то древние. Какой-то этот. Я думала, тут уже прям будущее. А тут как будто какие-то 30-е года. Для следующего испытания мы ввели в гель наночастицы. Это означает, что миллиарды мелких штуковин будут путешествовать по вашим сосудам и впрыскивать в опухоли экспериментальные гены и молекулы РНК. Может, пока у вас нет опухолей, не переживайте. Если вы сидели на стуле в вестибюле без свинцовых подштанников, мы об этом позаботились. Ой. Еще озвучка такая. Это были вроде 70-е или даже раньше. Это что? Так. Вот это. Там еще наверху, смотри, экзит какой-то есть. Что за экзит? Блин. Да блин. Блин. Чё это? Куда попасть?
там вон какая-то это... Выход какой-то. А я-то думала, это какая-то опять пасхалка или чё. Так, и чё там? А чё мы... То есть вот этот гель, это раньше были люди? Ой, я нечаянно. А чё это я активирую-то? А, блин. Господи. А я думала, что я активирую. Я еще понять не могу, где она появилась. Да, а еще в геле частицы лунных пород. Капец, блин, просто. Типа отсюда, да? А, можно вот так вот. И вот так. И вот так. И вот так. И еще. Ау. Да я все время забываю наверх смотреть. Блин, так. Вау, блядь. А, все. На случай, если вы измажетесь отталкивающим гелем. Лаборанты дали мне один совет. Не допускать попадания отталкивающего геля на тело. Нам пока еще не удалось определить этот элемент, но могу сказать вот что. Он очень живучий, и ему очень не нравится человеческий скелет.
Между прочим, эти лабораторные сферы сделаны из асбеста. Он отпугивает крыс. Сообщите нам, если во время тестов вас будут мучить удушье, сухой кашель или остановится сердце. Это не часть эксперимента, это асбест. Отличные новости. Лаборанты сказали, что симптомы отравления асбестом находятся в скрытом состоянии в среднем 44,6 года. Так что если вам за 30, радуйтесь. В худшем случае пропустите несколько партий в бридж, а наука продвинется на 300 лет вперед. Я ввел эти цифры в калькулятор, в ответ он показал счастливую рожицу. Мне нравится твой стиль. Ты устанавливаешь свои правила, прямо как и я. Счетоводы сказали, что я не могу уволить коллегу, но я уволил. Пандусы для колясок слишком дороги. Ой. Ау. Я надеюсь, я не умру от этого. Бесконечный двигатель. Ой. Воу. Экзит. Ага. Нам типа туда надо, да? А! Чё? Да блин, да блин. Блин, везде сделал эту штуку, и теперь не прыгнешь. Ой. Не, это херня какая-то, да? Ой.
Да. Не получается. Ой, так. Короче, нам надо перелететь. Очень-очень сильно перелететь. Прям очень-очень-очень сильно. О! Еще кое-что. В кофе, который вы недавно пили, мы добавили люминесцентный кальций, чтобы мы могли наблюдать активность нейронов мозга. Существует небольшая вероятность, что ваша лобная доля затвердеет и превратится в стекло. Не нужно об этом думать. Визуализация процесса в условиях стресса может спровоцировать эту реакцию. Если что, у меня с Дрова из Ютуба сообщения приходят поздно, поэтому я сама додумалась, да. Спасибо. Если вы входите в контрольную группу Кеплер-7, то в ваш череп вживили крошечный микрочип размером с почтовую открытку. Наверное, вы и забыли о его существовании, но если он начнет вибрировать и пищать, сразу сообщите об этом. Это означает, что скоро он раскалится до 500 градусов, и нужно его срочно вытащить. Что это такое? Ой. Так. Вон кнопка. Ага. Так, понятно. Ау! Блин, зачем я стреляю? Говорю, подождите минутку. Ну что же, в следующем испытании вам придется столкнуться с путешествиями во времени. Хочу дать совет. Если вы встретите самого себя, не смотрите ему в глаза. Лаборанты сказали мне, что это стирает время. Совсем. И прошлое, и будущее. Сделайте одолжение вам обоим. Не беспокойте его. То так ляжет, то так ляжет. Ой, что происходит? Там дырка, что ли?
Опять прыгать. Я думаю, это какой-то рычаг. Так, и чё? А, нужно гель. Блин. Блинский. Ой. Блинский. Так, нам надо до туда, да, допрыгнуть? Ой, что я делаю-то? Она же это удаляется. Я забыла. Ой, тогда как? Господи, я уже думать не могу. А вот это что? Ой. О! Ой. Нестандартное мышление. Если вы это слышали, значит слишком долго переходите между тестами. Лаборанты говорят, что это из-за страха.
Я не психиатр, но кажется, что эти яйцеголовые, не умеющие распознавать опасность, пока она их не укусит за мягкую розовую задницу, проецируют на вас свои страхи. Они не летают в космос, не переплывают океан. Нет, это делаем мы. Мы с тобой против целого мира, сынок. Мне нравится твое упрямство, но побольше проворства не помешает. Давай решим эту задачку. Вот это что такое? Ой. Так, сюда надо прыгать. Наука не терпит вопроса «почему?». Главный вопрос «почему бы и нет?». Почему наши исследования так опасны? Почему не заняться чем-нибудь менее опасным? Действительно, почему бы не изобрести безопасную дверь, которая не ударит вас по заднице по дороге отсюда, потому что вы уволены? Нет, испытуемый, все в порядке. Да, вы соберите свои вещи. Давай-ка, парковки, в машину, прощайте. Зачем все водой делать? Мне неинтересно так. Зачем вода, если есть гель? Поздравляю. Тот факт, что вы стоите здесь и слушаете меня, уже является огромным вкладом в науку. Как глава лаборатории исследования природы порталов, я благодарю вас и надеюсь, что мы сможем на вас рассчитывать в следующем раунде испытаний. Собираемся выпускать второй продукт и хотим отладить все до конца, поэтому если вы сохраните хорошую физическую форму, на стоянке вас всегда будет ждать лимузин. Скажи до свидания, Кэролайн. Свидание, Кэролайн. Она просто золото. Кейв Джонсон. Thank you for your participation. Так, опять наверх смотреть надо, наверное. Так, что это?
Ой, не устали еще? Добро пожаловать, друг. Я Кейв Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы знаете, что в 1968 году мы принимали участие в слушаниях в Сенате по делу об исчезновении астронавтов. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. Черная меза, чтобы ей пусто было. Про дурака нет, конечно. Испытание? Правильно. А теперь Ты вы, его забудешь, вероятно, спрашиваете себя, Кейв, насколько сложны эти испытания? Что было написано в контракте толщиной с телефонную книгу? Мне грозит опасность? Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Кто хочет заработать $60 наличными? Вы также можете расслабиться и отдохнуть 20 минут в комнате ожидания. Блядь. Куда я улетела? Ну, немножко этот уже. Мозг кипит. Я должен озвучить 3 страницы текста и отгенералить. Отгенералить кухню. А я сижу и смотрю тебя. Добро пожаловать, друг. Я Кейв Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы знаете, что в 1968 году мы принимали участие в слушаниях в Сенате по делу об исчезновении астронавтов. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. Черная меза, чтобы ей пусто было. Сэр, испытание? Правильно. А теперь вы, вероятно, спрашиваете себя, Кейв, насколько сложны эти испытания? Что было написано в контракте толщиной с телефонную книгу? Мне грозит опасность? Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Кто хочет заработать $60 наличными? Вы также можете расслабиться и отдохнуть 20 минут в комнате ожидания. Черт возьми, там гораздо удобнее, чем на скамейках в парке, где вы спали, когда мы вас нашли. Пожалуйте в лабораторию. Вы здесь потому. Блин. Нет, походу, это плохая идея. Бля, опять все заново. Короче, только сюда надо. Добро пожаловать, друг. Перелет. Я Кейв Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы знаете, что в 1968 году мы принимали участие в слушаниях в Сенате по делу об исчезновении астронавтов. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. Черная меза, чтобы ей пусто было. Сэр, испытание? Правильно. А теперь вы, вероятно, спрашиваете себя, Кейв, насколько сложны эти испытания? Что было написано в контракте толщиной с телефонную книгу? Мне грозит опасность? Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Кто хочет заработать $60 наличными? Вы также можете расслабиться и отдохнуть 20 минут в комнате ожидания. Черт возьми, там гораздо удобнее, чем на скамейках в парке, где вы спали, когда мы вас нашли. Добро пожаловать в лабораторию. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие, и это вы. Нет, не могу удержаться от смеха. Так или иначе, не разбейте здесь ничего. И вообще вам лучше ничего не трогать, пока это не потребуется в ходе эксперимента. Нужно на здание, ты не допрыгнешь. На здание.